Друзья, всем привет! Я Геннадий Зырин, и перед вами этот интереснейший и уникальный мотоцикл Honda CRF 450 RX. Это абсолютно новая модель 2017 года. До этого ничего подобного японцы не делали. У них была версия R и версия X, а RX – это нечто среднее между эндуро и кроссовым мотоциклом. Этот так называемый Rex уже получил прозвище этот мотоцикл в России. Раньше эту нишу занимали КТМ и другие европейские производители. Достаточно посмотреть любой протокол соревнований по эндуро и увидите вы там только КТМы. Теперь Honda решила поконкурировать с КТМом и выпустила этот интересный внедорожный мотоцикл. КТМ, например, все нововведения в эндуро вводит через 2-3 года после применения на кроссовом мотоцикле. Здесь же одновременно вышла абсолютно новая и кроссовая модификация, и вот эта RX-версия. Конечно же, Honda оставила все свои удачные наработки. Например, передний тормозной диск увеличенного диаметра 260 мм здесь сохранен. Я надеюсь, теперь тормоза конкурентны с КТМовскими. Уникальная головка цилиндров Unicam с одним распредвалом. Это по-прежнему самая компактная и легкая головка цилиндров на четырехтактных мотиках. Наконец-то Honda отказалась от пневматической вилки и вернулась к пружинам. Этому рады все эндуристы, я вас уверяю. Шасси и подвеска получились настолько удачными, что мотик себя ведет очень сбалансированными, и даже отказались от установки родного заводского демпфера, который раньше крепился вот здесь, к нижней траверсе. Друзья, все эти изменения мотора, подвесок, рамы – это все ерунда. Что самое важное в этом мотике? Да вот что, особенно сейчас зимой. 2 трубы, теперь можно одновременно греть 2 руки перед заездом. Да, Honda уже не первый год использует схему с 2 глушителями, но в 2017 году она полностью модернизирована. Глушители стали короче и компактнее, за счет чего центр тяжести понизился и мотик стал более сбалансированным. Интересное нововведение в этом мотоцикле – это то, что точка крепления амортизатора смещена вниз. Опять же, понижен центр тяжести, а впускной тракт идет над амортизатором. И теперь он прямой. То есть раньше он шел вокруг, а теперь он прямой. За счет этого мотоциклу легче дышать и увеличена мощность мотора. Обратите внимание на пламя-гаситель в воздушном фильтре, насколько он перекрывает входное отверстие. Вообще, пламя-гаситель это атовизм от карбюраторных мотоциклов. И народ снимает полностью эту сетку, чтобы мотоциклу было легче дышать. Улучшили впуск, пришлось изменить и выпуск. Раньше глушитель раздваивался после амортизатора, и углы получались довольно острыми, что мешало выходящим газам. Теперь глушитель раздваивается до амортизатора, и линии получаются довольно плавными, что не мешает выходить газам и поддерживать мощность мотора. В моторе много улучшений. Он стал компактнее, стал мощнее. За счет установки поршня более высокой степени сжатия, а также изменения угла клапанов. Теперь они стоят более вертикально, цилиндр лучше наполняется рабочей смесью. На кроссовой версии опционально можно установить электростартер. Но здесь есть и кикстартер, и электростартер, что очень удобно и надежно, особенно в России зимой. На КТМе кнопка электростартера активна всегда, и если вы в гараже случайно ее нажмете, мотоцикл может въехать в стену. Здесь же стартер активируется только при выжиме сцепления. Вот слышно, как щелкает концевой выключатель. С одной стороны, это более безопасно, но минус в том, что теперь не подходят рычаги от старой модели. Но этот момент можно обойти, закоротив концевой выключатель. Тогда у вас кнопка стартера будет всегда активна. Посмотрим, что же за стартер на этом мотоцикле. Сейчас минус 5, мотор холодный. Пробуем. И на кроссовой версии, и на версии RX есть 3 режима работы двигателя. Но на версии RX они более мягкие, что дает лучший контроль при езде в натяг. На кроссовой версии маленький титановый бак, на версии RX увеличенный пластиковый. Именно по баку можно быстро определить, какая модификация мотоцикла перед вами. Версия RX отличается наличием боковой подставки, 18-м колесом с высокопрофильной резиной, которая хорошо отрабатывает эндуро препятствия. Настройка подвески здесь более мягкая, чем на Красаче. Это плюс в эндуро,
Но если вы собираетесь сделать акцент на кроссе, то всегда ее можно вернуть в кроссовое состояние. Обычно коробку передач на таких мотоциклах меняют. Первые две передачи делают более короткими, а пятую более длинную. Но Honda оставила коробку передач точно такую же, как на кроссовой версии. Единственное отличие в трансмиссии — увеличенная на один зуб задняя звезда. Я думаю, для эндуро это будет недостаточно, и я поменяю переднюю звезду с 13 зубов на 12. Друзья, этот мотоцикл еще уникален и тем, что только на нем можно сделать трюк Winter Double PV. Несколько слов о подготовке мотоцикла к эксплуатации. Для эндуро обязательно нужно ставить защиту радиаторов. Здесь есть защита картера, но она слабовата. Для хард-эндуро я бы ее поменял на более серьезную. Выпускная труба выходит из цилиндра в бок, поэтому торчит довольно сильно. Вот это место я бы тоже защитил. Полезная вещь в эндуро — это пластиковый щиток на рычажную систему. Он помогает не цепляться выступающими частями за камни, за бревна и защищает ее от грязи. Что еще я советую делать с новым мотоциклом? Это поставить защитные лопухи на руль, зафиксировать грипсы проволокой и под кронштейны намотать фум-ленту, чтобы при падении рычаг не обламывался, а проворачивался. На инжекторном мотоцикле в эндуро очень полезна фильтрующая сетка в бак. Стандартная ловушка цепи металлическая, она легко гнется о любые препятствия и начинает тереть цепь. Поэтому для эндуро лучше ее поменять на пластиковую, которая всегда возвращается в исходное положение. По паспорту мотоцикл довольно тяжелый, 112 кг без бензина. Но почему-то этот вес не ощущается. Тут довольно легко мотоцикл переставляется с места на место. Можно его опустить, поднять, пошатать. Видимо, сказываются инженерные решения Honda. Этот мотоцикл попал в мои руки после двухтактного кроссового КТМ. И у меня большие надежды на него, потому что я считаю его универсальным для тех, кто хочет ездить и мотокросс, и эндуро. Благодаря связям с Stantex этот мотоцикл был куплен новым, дешевле на 150 тысяч, чем у официальных дилеров. Друзья, подписывайтесь на канал Stantex и вступайте в мотосообщество Руэндуро.